Всем привет! Харьков – один из красивейших городов с богатой историей и культурой, памятниками архитектуры, живописными необычными местами и изюминками мегаполиса. Сегодня я предлагаю совершить виртуальную видеоэкскурсию по городу, ознакомиться с его некоторыми достопримечательностями и фактами, любопытной интересной информацией про Харьков. А вы знаете, что Харьковская губерния в 1919 году была размером как Германия? С 18 века и до середины 20 века жителей нашего города называли харьковцы. В середине 20 века было принято решение называть нас харьковчане. Есть еще одно футбольное прозвище «Харьки», как называют болельщиков харьковской команды «Металлист». Харьков – самый крупный город на Земле. Но правда, если брать 50-ю параллель Земли. Мы больше таких городов, как Краков, Усть-Каменогорск и других, расположенных на этой параллели. В честь этого в октябре 2010 года в саду Шевченко был установлен своеобразный памятник, отображающий пересечение города этой параллелью. В центре знака установлен бронзовый круг диаметром 2 метра с картой и нанесенными расстояниями от Харькова до различных городов мира, а широту обозначают прерывистой линией 20 табличек. Но харьковчане не были бы харьковчанами, если бы не придумали новую традицию, связанную с этим памятником. Кто постоит на вершине земного шара нашей 50-й параллели, будет счастлив. Хотите быть счастливыми? Заберитесь на вершину мира в Харькове. Многие харьковчане даже не подозревают, что в Харькове есть памятник счастливой монете. Это люк в виде монеты номиналом 3333 копейки, который был установлен Приватбанком в центре Харькова в честь своего 3330-го отделения. Памятник установлен в октябре 2011 года и находится по адресу площадь Свободы возле 4-го подъезда здания Госпрома. Есть в Харькове на улице Данилевского необычный 1,5-метровый памятник двум правым ушам. Он сделан из песчаника и появился в 1991 году. Его автор – молодой скульптор, решивший таким необычным образом подарить городу частичку себя. Также рядом с этим памятником находится памятник старику, тоже из песчаника. На улице Полтавский шлях находится памятник в честь пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Памятник расположен в сквере, который также назван в честь представителей этой отважной профессии. Памятник был сооружен в 1990 году. А это место, где мы сейчас идем, интересно тем, что с 1823 по 1960 на месте данного сквера возле нынешнего перекрестка по улице Малиновского и Благовещенской находился тюремный замок.
Улица Малиновского тогда носила название Тюремная. С 1893 по 1903 год в замке находилась пересыльная тюрьма, через которую шел поток каторжан. После революции в замке размещалась закрытая тюрьма ВЧК ОГПУ НКВД. В годы немецкой оккупации на ее территории располагался концлагерь Шталах 364, где погибло около 30 тысяч человек. Окончательно замок снесен в 1960-х годах, и сейчас на его месте разбит этот небольшой сквер. Перенесемся на площадь архитекторов. Здесь, в Харькове, есть своя семерка чудес. Это самые интересные и яркие достопримечательности нашего города. Список 7 чудес Харькова состоит из памятника Тарасу Шевченко, фонтана «Зеркальная струя», Покровского, Успенского и Благовещенского соборов, Госпрома и дома со шпилем. «Семь чудес Харькова» – это 7 исторических и культурных монументов, которые были выбраны на конкурсе «7 чудес Харькова» в июле 2008 года. Идея композиции «7 чудес Харькова» родилась еще осенью 2007 года. Здания, которые вошли бы в их семерку, выбирали путем голосования. Собирали тогда 1800 мнений жителей города и харьковчан из-за границы. Абсолютный победитель – Госпром. Скульптуры были заказаны в Китае, но когда их привезли, устанавливать не стали. Тогда, 21 августа 2009 года, установили только одну скульптуру – миниатюру памятника Тарасу Шевченко. Менее чем через 2 месяца, 14 октября, установили вторую скульптуру Успенский собор. Третья, Благовещенский собор, появилась 16 ноября, а в этом же месяце появились еще 2 миниатюры – дом со шпилем и зеркальная струя. Возможно, еще не все знают, что на протяжении некоторого времени в Харькове жили 3 нобелевских лауреата: Илья Мечников, экономист Саймон Кузнец и физик Лев Ландау. А еще харьковчане сняли первый фильм, в котором запечатлели улицу Екатеринославскую, именуемую сейчас Полтавский шлях. Это был документальный фильм «Торжественное перенесение чудотворной азерянской иконы из Курецкого монастыря в Харьков». Фильм был снят 30 сентября 1896 года. Режиссером стал известный харьковский фотограф Альфред Федецкий. И если вам интересен харьковский синематограф, история харьковского кинематографа, об этом есть подробное видео на канале. Харьков стоит на 4 относительно заметных реках и еще на нескольких ручьях, что вполне оправдывало бы его статус города мостов. Горбатый мост, он же Вознесенский, с 19 столетия соединял улицу Черноглазовскую с Вознесенской площадью. Сейчас носит имя известного немецкого философа Фейербаха. Спуск по Черноглазовской от Пушкинской к реке Харьков достаточно крут. Мост сделали выгнутым дугой, чтобы телеги, а зимой сани немного притормаживали после лихого спуска. Совершенно естественно, что в народе мост приобрел название «Горбатый». В 1928 году вместо деревянного моста построили каменный, но горб все равно оставили.
Во время Второй мировой войны путепровод был разрушен и восстановлен в 1949 году. В настоящее время мост носит имя харьковского героя Юлия Чигирина. 17 июня 1962 года на платформе Октябрьская у поселка Высокий в 15 километрах от Харькова выпускник Харьковского института инженеров железнодорожного транспорта Юлий Чигирин ценой собственной жизни спас двух женщин, погибнув под колесами встречного поезда. Друзья, я буду признателен вам за подписку на канал, если вы не подписаны, лайк и комментарий. Спасибо за внимание. Всем мира, добра и здоровья. До новых встреч на канале. Алекс Моторный.